Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. Сегодня расскажу, как события в Бельгии вызвали эффект домино в Финляндии, как операция против ИГИЛ превратила жизни беженцев в правовой лимб между безопасностью и правом на защиту. Что происходит, когда спецслужбы Финляндии признают человека угрозой национальной безопасности? Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Представьте себе вполне обычную ситуацию. Марем, выходец из Ингушетии, приехал в Финляндию 8 лет назад. Получил статус беженца. Открыл небольшой магазин. 6 детей ходят в местную школу. Он платит налоги, изучает язык, постепенно интегрируется, становится частью финского общества. Все идет нормально. Но в один из дней приходит письмо из миграционной службы Мигри. Марему отказали в гражданстве Финляндии. Но настоящим потрясением стал не отказ в гражданстве, а одна фраза. Служба безопасности Финляндии СУПО оценивает, что ваше пребывание в стране может представлять угрозу государственной безопасности. Наверное, состояние Марема в этот момент можно назвать как обухом по голове. Не обвинение, не приговор, не уголовное дело, а просто оценка. Марем был ошеломлен. Как? Почему? Объяснения он не получил ни от миграционной службы, ни от СУПО. Тогда Марем нанял адвоката. Ведь понятно, это же ошибка, очевидно же. Адвокату тоже ничего не объяснили. Конечно, вряд ли СУПО выносит такие оценки без серьезных оснований. Однако Марему не предъявили никаких обвинений. Полиция его не допрашивала, СУПО тоже. Заключение СУПО разрушило жизнь Марема. Мигри сообщила следом, что статус беженца аннулирован. Его постоянный вид на жительство отменен. Он продолжает свободно жить в Финляндии, но боится, что его отправят обратно в Россию, в родную Ингушетию, откуда он бежал 15 лет назад. Ранее Мигри признавала установленным фактом, что на родине Марем подвергался преследованиям, был избит силовиками во время допроса и даже получил огнестрельное ранение. Аннулирование статуса, пересмотр вида на жительство, ограничение права на работу. И самое странное – это не исключение, это процедура. И она работает внутри одной из самых стабильных правовых систем Европы – в Финляндии. Как же так? Виноват без обвинения? Чтобы понять, как вообще возможна такая конструкция, перенесемся в Бельгию. Недавно в Антверпене прошел масштабный судебный процесс. 7 обвиняемых получили сроки от 5 до 15 лет лишения свободы. Среди них проживающий в Финляндии Руслан Мейриев. Он получил 12 лет тюрьмы. Суд признал его одним из руководителей международной террористической ячейки, которая планировала взрыв и финансировала терроризм. Приговор пока не вступил в законную силу, поскольку осужденные еще могут подать апелляцию. Кто же такой этот Руслан Мейриев? 40-летний уроженец Северной Осетии. В 2012 году уехал из России на Украину. Когда началась война на Украине в феврале 2022 года, он переехал в Финляндию. В августе 2023 года Финляндия предоставила ему убежище на основании того, что в России он бы подвергался преследованиям со стороны властей. То есть на тот момент, в августе 2023 года, государство его проверило и сделало вывод – угрозы нет. Мейриев получил статус беженца и зажил тихой, скучной жизнью беженцев в Финляндии. В августе 2024 года Мейриев поехал из Финляндии в Швецию, и там его задержали по международному ордеру, выданному Бельгией. Потом Швеция экстрадировала его в Бельгию, и в Бельгии он под стражей 1,5 года ждал вынесения приговора. И вот приговор суда оглашен. Суд Антверпена признал его одним из ключевых участников структуры, связанной с ИГИЛ Хорасан. И это уже не какой-то мелкий миграционный кейс, это уголовное дело о терроризме. И приговор 12 лет лишения свободы по европейским меркам суровый.
В одном из эпизодов дела речь идет о покупке вещества – 5 бутылок перекиси водорода. По версии следствия, будучи в Финляндии, Мейриев поручил подельнику в Бельгии купить эту перекись водорода. Защита уверяла, что это было бытовое вещество, чтобы чистить уши. Но судьям в уши надуть не удалось. Суд не поверил. Перекись высокой концентрации – это прекурсор для взрывчатки. При этом суд официально признал, доказательств того, что теракт планировался в Европе, нет. По версии следствия, взрывчатку собирались переправить на Северный Кавказ и там осуществить свои планы. Помимо подготовки взрыва, суд признал Мейриева виновным в финансировании терроризма. Согласно приговору, группа собирала деньги для освобождения находящихся в заключении боевиков ИГИЛ. В поддержку Мейриева в Бельгии проходили, разумеется, демонстрации выходцев Северного Кавказа, живущих в Европе. Правозащитница Фатима Газиева заявила газете «Хельсинген Санумат», что Мейриев опасается депортации в Россию, где его жизнь может оказаться под угрозой. И здесь история перестает быть линейной. После вынесения приговора руководитель подразделения СУПО по борьбе с терроризмом Ристо Вärtö написал, что для СУПО эта операция стала крупнейшей за последние годы. По его словам, благодаря разведывательной операции удалось сорвать деятельность сети ИГИЛ, которой руководили из Финляндии. В СУПО восприняли этот приговор с удовлетворением, поскольку подразделение по борьбе с терроризмом сыграло в этом деле значительную роль, а многолетняя работа, наконец, принесла результат. Задержанию предшествовала масштабная работа финских властей, продолжавшаяся несколько лет. Для СУПО это была крупнейшая операция последних лет. Благодаря разведывательной операции удалось нарушить деятельность крупной сети, связанной с ИГИЛ, которая управлялась из Финляндии и действовала в Европе и соседних регионах. Для финской службы безопасности СУПО этот приговор стал подтверждением многолетней работы и, по их собственной оценке, одним из крупнейших успехов последних лет. Руководитель антитеррористического подразделения Ристо Вärtö называет операцию значимой, потому что речь идет не об одном человеке, а о сети, о структуре, о связях, которые, по версии СУПО, тянулись через несколько стран. И здесь важно понять масштаб работы. Совместные действия с Центральной криминальной полицией КОРП, международный обмен данными, наблюдение за цифровой активностью. В материалах дела фигурируют даже записи с камер наблюдения из торгового центра в Финляндии. Оттуда Мейриев переписывался с европейскими контактами. И картина, которую рисует СУПО, выглядит однозначно. Это не случайные связи. Это координационный узел, работавший с территорией Финляндии. И если смотреть только с этой стороны, логика системы выглядит последовательной. Есть угроза, есть сеть, есть операция. Но именно здесь возникает первый серьезный разрыв восприятия, потому что параллельно существует другая реальность. Пока шел бельгийский процесс, внутри Финляндии начиналась цепная реакция. Центральная криминальная полиция запускает собственное расследование. Оно касается окружения Мейриева. Минимум 5 человек оказались под подозрением. Не в терроризме напрямую, а в содействии, в контактах, в связях. Журналисты газеты «Хельсинген Санумат» отправились на встречу с ними. В небольшом культурном центре в районе Меллунмяки в Восточном Хельсинки журналистов ждали 15 мужчин, выходцев с Северного Кавказа. Всех их СУПО считает угрозой безопасности Финляндии. Культурный центр расположен на первом этаже жилого дома. Большая комната с кухонной нишей, диван, столик, телевизор на стене и свободный угол, где можно молиться. Здесь выходцы с Северного Кавказа уже несколько лет проводят свои встречи. Здесь бывал и Мейриев, пока жил в Финляндии. Сюда приходят выходцы с Северного Кавказа, чеченцы, ингуши, дагестанцы и другие. Их всех объединяет ислам и беженство в Финляндию от преследований в России. По словам организаторов, на встречах они едят национальные блюда, обсуждают культуру, учат детей чеченскому и ингушскому языкам. За последний год все 15 получили решение МИГРИ, основанные на заключениях СУПО. У одних аннулирован статус беженца, другим не продлили или отменили вид на жительство, третьих лишили проездных документов или права на работу.
Нескольким уже предписана депортация в Россию. В газете «Хельсинген Санамат» известно примерно о 20 подобных случаях. Во всех основанием стало заключение СУПО о том, что человек может представлять угрозу национальной безопасности. 4 из 5 подозреваемых пришли на встречу с журналистами. Они не отрицают, что были знакомы с Мейриевым, но в чем их вина? Один из них, юрист по образованию, просто помог Мейриеву найти адвоката после ареста того в Швеции. Другой перевел по его просьбе криптовалюту, будучи уверен, что деньги идут на лечение больной матери Руслана. Они говорят, если мы были знакомы с человеком, это не значит, что мы такие же, как он. Мы не знали о его делах. Расследование против них идет уже больше 1,5 лет. Обвинения до сих пор не предъявлены. Они на свободе, находятся в полном неведении, испытывают тревогу и страх. И ладно бы речь шла только об этих 5 знакомых Мейриева, но ведь на основании секретных заключений СУПО миграционная служба МИГРИ вынесла отказы и аннулировала документы уже как минимум 2 десяткам выходцев с Северного Кавказа по всей Финляндии. Среди них есть люди, которые вообще никогда не видели Мейриева. Есть даже одна женщина, которая годами просто сидела дома и воспитывала детей. Хаджи подростком приехал в Финляндию 20 лет назад из Дагестана. Недавно он открыл свой автосервис. После заключения СУПО МИГРИ отказала ему в продлении вида на жительство. Если меня в чем-то подозревают, пусть предъявят обвинение и накажут. Сейчас я даже не понимаю, в чем дело, говорит он по-фински. Хасан, приехавший из Чечни, живет в Финляндии 15 лет. У него 2 детей, граждан Финляндии. Теперь принято решение о его депортации в Россию и запрете на въезд сроком на 15 лет. На практике это означало бы, что он больше не сможет видеть своих детей. Я никогда не имел проблем с полицией в Финляндии. Теперь утверждается, что я опасен, потому что, возможно, когда-нибудь в будущем что-то сделаю, говорит Хасан. Заключения СУПО не основаны на совершенных в Финляндии преступлениях. Они основаны на оценке. У СУПО имеются причины подозревать возможность действий, опасных для общественной безопасности. Я бы понял, если бы речь шла об одном человеке, но нас много и никому не объясняют причин, говорит Амир. Он отец 5 детей и работает в строительстве. Мужчины пытаются понять, почему их внезапно стали считать угрозой. Может быть, они посещали какое-то место, показавшееся СУПО подозрительным, или кого-то насторожил денежный перевод. Турпал говорит, что СУПО выполняет важную работу. Мне нечего скрывать. Я бы хотел поговорить с СУПО, но меня даже не хотят выслушать. То есть, с одной стороны, следствие, которое видит цепочку связей. С другой стороны, люди, которые видят обычные бытовые взаимодействия. Они повторяют, факт знакомства не означает участие, но юридическая реальность уже запущена. Расследование длится более 1,5 лет. Обвинений нет. А теперь давайте посмотрим, как работает эта система правосудия изнутри. Человек считается невиновным, пока не доказано обратное. Таков принцип правового государства. По логике, тот же принцип должен работать и тогда, когда государственные решения способны лишить человека права жить в стране, разлучить его с детьми или поставить под угрозу его жизнь в другой стране. Однако в случае заключения СУПО человек становится угрозой просто потому, что СУПО так считает. Возможности доказать свою невиновность почти нет. Почему человек не может узнать, в чем его подозревают? Начальник отдела проверок безопасности Илка Хански отвечает, если бы мы это раскрыли, это могло бы серьезно навредить нашим возможностям получать информацию или даже поставить под угрозу чью-то жизнь и здоровье. То есть СУПО защищает свои источники. Есть риск, что человек сможет понять, кто сообщил информацию и каким образом она была получена, поэтому вся аргументация засекречивается. Я понимаю, что с точки зрения правового государства это вызывает вопросы, говорит Хански. Он подчеркивает, что речь обычно идет не об уголовных преступлениях. Это может быть деятельность в поддержку терроризма или деятельность в интересах иностранных спецслужб.
которое формально не является преступлением по финскому законодательству, но все же угрожает национальной безопасности. Хански подчеркивает, что СУПО лишь дает заключение, а решение принимает Мигри. Он также подтверждает, что СУПО обычно не встречается и не допрашивает человека, в отношении которого вынесено заключение. Ну, не опасаются ли они в СУПО там ошибок? Конечно, опасения есть, но мы стараемся делать все максимально тщательно и понимаем свою ответственность. У нас очень высокий порог. Информация должна быть достаточно надежной и проверенной. А почему в последнее время столь большое количество выходцев с Северного Кавказа получили негативную оценку СУПО? Хански отказался отвечать на этот вопрос. То есть система устроена так. СУПО формирует закрытое заключение. Оно не публичное, не раскрывается, не обсуждается в деталях. СУПО пишет: этот человек угроза. И дальше на автомате миграционная служба, Мигри, аннулирует вид на жительство и статус беженства. Если СУПО сказала «опасен», Мигри берет под козырек «есть». Представители Мигри честно признаются, они не помнят ни единого случая, чтобы они поспорили с СУПО. Решение Мигри, конечно, можно обжаловать в административном суде. Но и там судьи отдельно заслушивают представителей СУПО и отдельно самого заявителя. То есть даже в суде человек и его адвокат не узнают, на чем основаны подозрения. Адвокат Вилли Пунто, который ведет такие дела уже 20 лет, говорит: ну попробуйте защищать клиента, когда вообще не понимаете, в чем дело. Это жесткая система. Суды фактически доверяют СУПО, потому что считается, что ее нельзя ставить под сомнение. Из 20 его дел удалось выиграть только 2. В прошлом году СУПО выдала 53 заключения о том, что человек представляет угрозу безопасности. Рост объясняется изменениями в законодательстве об иностранцах. Теперь статус беженца и постоянный вид на жительство тоже можно отменить по причине угрозы национальной безопасности. СУПО заявляет, что усовершенствовала свою работу, чтобы эффективно использовать новые возможности закона. Однако никого из примерно 20 человек, о которых знает газета «Хельсингин Санумат», пока не депортировали. Финляндия соблюдает принцип невысылки. Человека нельзя отправлять туда, где его жизни или здоровью угрожает опасность. Для многих выходцев с Северного Кавказа такая опасность в России сохраняется. Поэтому Мигри выдает им временный вид на жительство сроком на 1 год, но без права работать. И получается парадоксальная ситуация. Люди, которых СУПО считает опасными, продолжают жить в Финляндии, но не имеют права работать. Как это улучшает национальную безопасность? Илкка Хански из СУПО признает: конечно, это не идеальная ситуация. Мы не можем отправить человека туда, где его жизни угрожает опасность. Но, возможно, у него появится мотивация уехать куда-нибудь еще. Мурзик, ставь лайк. Вот так, молодец. Марим, о котором я говорила в начале, не может легально покинуть Финляндию. Его российский паспорт просрочен, а получить новый он не может, потому что для этого пришлось бы обращаться к российским властям, а именно от них он когда-то бежал. Финляндия изъяла его проездной документ беженца. Теперь у него вообще нет никаких документов для поездок. В таком же положении находятся многие другие герои статьи. До окончания временного вида на жительство осталось еще около полугода. Марим говорит, что ему снятся кошмары о возвращении в Россию. Старший ребенок подал заявление на финское гражданство. Остальные 5 учатся в школе. Сам Марим почти закончил получение новой профессии. Но даже после окончания учебы он больше не сможет содержать семью своим трудом. В результате решений СУПО и Мигри он оказался в странном положении. Человек, признанный угрозой национальной безопасности, пока может лишь оставаться в Финляндии на государственном пособии. Я получаю социальную помощь Кела. Как-то удается выживать. Миграционные правила в Финляндии ужесточаются. А в Польше иностранцев депортируют на раз-два. Об этом в следующем сюжете. Польша депортировала 57-летнего украинца за рыбалку. Точнее, не за саму рыбалку, а за нарушение закона о рыболовстве и за жестокое обращение с животным. Около 20 лет
в одном из варшавских озер под названием Балатон жил огромный сом длиной почти 2 метра и весом около 60 килограмм. Местные жители хорошо знали эту рыбу и прозвали ее легендой Балатона. За 20 лет он стал своеобразным символом этого места. Горожане приходили на озеро отдыхать, фотографировали рыбу, рассказывали о ней в социальных сетях. Однако в конце мая жизнь сама оборвалась трагически. 2 мужчин поймали знаменитого сома и увезли с озера. Очевидцы увидели, как огромную рыбу грузят в автомобиль, и вызвали полицию. В ходе расследования выяснилось, что рыба была выловлена в период запрета на ее лов. Кроме того, следствие пришло к выводу, что сом перевозился без доступа к воде, что стало основанием для обвинения в жестоком обращении с животным. Одним из подозреваемых оказался 57-летний гражданин Украины. Ему предъявили обвинения по закону о внутреннем рыболовстве и по закону о защите животных. За такие действия польское законодательство предусматривает наказание вплоть до 3 лет лишения свободы. Но заключать в тюрьму его не стали. Польская полиция сочла, что пребывание мужчины в стране представляет угрозу общественному порядку, и передала преступника пограничникам. А те его за руки, ноги и перебросили через украинскую границу до дома, до хаты. Ему также запретили въезд в Польшу и другие страны шенгенской зоны на 5 лет. Так что помните, друзья, незнание закона не освобождает от ответственности. В чужой стране даже рыбалка может привести к уголовному делу, депортации и многолетнему запрету на въезд в Европу. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!